Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале War2. Я сегодня не знаю, на чем хочу поиграть, но в целом у меня есть несколько идей. Во-первых, я бы хотел поиграть через ТБ, она же пивная бутылочка, Балтика девяточка. Это первое. Либо же через Ведьмачков, либо же не знаю. Вторая сборка, это я хочу все-таки шаманы-маги поиграть через 6 магов и 6 шаманов. Тут как раз это позволяет все, в принципе, но я не знаю, насколько у меня получится это реализовать, потому что мета, к сожалению, она беспощадная. Ну, как-то так. Да. И убийцы есть, в принципе, и ведьмачки. Осталось только, чтобы мне хорошие предметы пришли, и тогда вообще песня будет, получается. Вот. Короче, идею я поставил. И сейчас посмотрим, как она будет реализовываться. Я на самом деле не совсем уверен, как она будет реализовываться, потому что, ну, все играют на ведьмаках сейчас, все играют через зверей. Короче, будет трудно. Будем играть от того, что будет приходить, и от этого уже отталкиваться. И, ребят, осталось 70 человек до 1000 подписчиков, поэтому тот, кто меня сейчас смотрит без подписки, обязательно подпишись на канал, поддержи меня, помоги мне достичь 1000 подписчиков. Осталось совершенно немного. О, еще паночка пришла. Не, ну это брать надо. И есть Абаддон, кстати, я бы на самом деле Абаддона бы взял, он довольно-таки сильный. Почему бы нет? Абаддон нужен. Ну, панду, короче, я взял. Так, духовный талисман на всякий случай возьму, потому что мало ли придет какой-то сейчас жрец и приколит меня немножко. Блин, ну Абаддона бы хотелось на самом деле взять, но... Ну такое. Ну такое. Короче, играем как играем сейчас. Будем отталкиваться от этого. Я пока вот взял ведьмачков. Может, что-то еще придет. Может быть, получится мне панду заобузить наконец-то. Я хотел бы панду шамана заобузить. Очень сильно хотел бы. Но мне как-то в последнее время что-то не везет на обузы. А может, в этот раз оно и повезет. Хотя не знаю. Но и можно было бы, в принципе, через шаманов сыграть. Что тоже было бы неплохо, кстати. Так. Что у нас по предметам? Мана плюс 40, отлично. У меня, в принципе, сейчас хорошие предметы на ТБшку выпали. Можно было бы реально через него сыграть. Тут плюс шаманы еще будут как раз. Против шаманов у меня, в принципе, будет неплохой буст. В плане того, что ведьмаки не дают ману регенить. Поэтому, в принципе, можно было бы несколько приколюк закинуть. Ну, сейчас посмотрим, как оно, короче, будет приходить. Дед я уже раза 3 сказал зэпли. Ну, короче. У чувака уже мехи пришли. Какой 4 уровень взял, у него фуловые мехи. Боже, ну это жестко. Да, я тут проиграл в любом случае. На всякий случай ЦМ-ку взял. Может, реально через шамана получится сыграть хорошо. Но пока не точно. Так. О, ну, в принципе, потихонечку уже что-то да приходит. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Так, вот так возьмем. Тусика я оставлю. ЦМ-ку тоже пока оставлю. Короче, пока вот такой вот стол оставлю, мне, в принципе, он не мешает. Что тут еще по мехам? Мехи. Мехов больше никто не собирает, в принципе. Можно было бы выйти в инкам, но я пока что вот так вот сделаю, потому что у меня есть 2 персонажа в эту единичку. Возможно, получится апнуть его в двойку. Но посмотрим, как оно дальше пойдет. Волшебника взял, может получится еще что-то интересное замутить. Может через убийц сыграть. На самом деле убийцы в этом патче апнули. Я бы на самом деле неплохо бы хотел сыграть на убийцах. В принципе, можно было бы. Почему нет? Блин, ну как же я много по лицу сейчас получаю? Это не есть хорошо. Даже лустрика нету. Вот, то, о чем я говорил. Вот у меня сейчас есть 2 гиды. Панда. Но я хочу на лустрик. Поэтому что я буду делать? Что я буду делать через лустрик? Это, наверное, я сделаю вот так. И гиду пока уберу. Хотя, на самом деле, если она в двойку апнется, то будет намного приятнее через нее играть. Панда. Блин, но... Ладно, я возьму уровень 5. 5 уровень взял, потому что, во-первых, у меня будет фигур побольше, во-вторых, есть шанс, что все-таки придет у меня панда сейчас. И я смогу через нее сыграть. Ну, если панда-шаман, допустим, придет. Я смогу через этого панда-шаман сыграть, может, попробую даже ее заобузить, и тогда будет прикольно, но... Сомнения у меня все-таки закрадываются. Кстати, ребята, я забыл сказать, у нас есть телеграм-канал, в котором я пишу по обновлениям игры.
пишу о стримах, пишу о задержке роликов и так далее, и так далее. То есть никакого там спама нет, а еще у нас там есть комьюнити, наш чат. Поэтому кому это интересно, ссылочка будет закреплена в комментариях, подписывайтесь, не стесняйтесь. Вау. Хороший апгрейд пришел. Не, ну ладно, короче, панда, все, гуляй. Я бы, конечно, хотел бы на лустрике сыграть через нее, но мне, походу, не получится сыграть. Еще и шаман пришел. Возможно, получится на шаманах сыграть. Вот, кстати, чуваку уже панда-шаман пришел. Тут, скорее всего, 100% будут шаманы. Драконы-маги, скорее всего, еще будут. Наверное, стоит мне немножечко... как-то... получше сделать сборку, не знаю. Инкама вообще нет, на самом-то деле. Уже 7-й раунд, а я без инкама. Это очень плохо для меня. То есть такого быть вообще не должно. Надо, наоборот, делать себе хороший инкам. Так как я через лутрик, тем более, надо было вообще намного лучше делать инкам. Чувак прыгает у меня, просто не может даже добить одного. Тут еще насумонил этих призывников своих. Так, зверь пришел. И не, ну это шаманы. Шаманы идут, значит это шаманы 100%, поэтому это мы убираем. Это мы убираем. Ну и звери как бы пришли еще. Ну, короче, шаманы пока. Неплохо пока пришло. Не идеально, конечно, но неплохо. Ритеры, конечно, здесь есть. Но против ритера будет тяжело на шаманах играть. Ритеры шаманов разбирают, ничего делать. Блин, ну тогда мне панда-то нужна обратно. Когда приходит вот такой шаман со старта, то его ни в коем случае не нужно скипать. Это очень сильный шаман. Не скажи, что только сейчас я выиграю. Не, ну это я по минимуму сейчас получу по лицу, отлично. Фуру продам. Даже Разора не смог добить, боже. Импактовый тусик. Просто импактовый. Знаете, что я сейчас понял? Зачем я Эгиду продал? Вот реально, зачем я сейчас Эгиду продал? Можно же было не продавать Эгиду. Да. Кунг-фу. Неожиданно и приятно, да. Кунг-фу, кунг-фу. Угу. То есть кунг-фу есть будет, который мне развалит лицо. У чувака тут тоже пришел шаман уже со старта. ЦМ-ка уже в двойку у чувака. Короче, есть у меня проблемы. Против меня есть два чувака, которые играют на шаманах, и мы будем, когда играть против друг друга, у нас будет зависеть от того, кому как повезет. То есть, кому пойдет шаман. Хороший причем. То есть, в кого перевоплотиться. Ну, короче, сейчас будем смотреть. Надо было Эгида, наверное, все-таки оставить, как по мне. Я бы ее апнул в тройку, ой, в тройку, в двойку, и было бы неплохо. Она бы неплохо помогала мне со старта. Давай, 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 чуть-чуть, чуть-чуть. Увернулся, конечно, от кораблика, но все равно помер. Можно было бы вообще собрать воинов. Свен есть? Нет, тут Свена нету. Поэтому воины отменяются. Воины отменяются. Так. Пока неплохо. Опасен это очень сильно, во-первых, кунг-фу, и во-вторых, гритер. Тут еще он сейчас будет обузить панду, блин. Там будет в тройку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Короче, у меня проблема. Проблема, знаете, в чем? В том, что там будет сейчас в троечку шаман. И я ничего с этим сделать не могу. Ой, шаман. В троечку кунг-фу панда будет. Или подожди. Раз, два, три. Он решил двух панда бузить. А почему он так выставил? А, он на мобов выставился, не веря в свою сборку. Ну ладно. Я бы на самом деле на его месте какие-то другие бы фигуры купил бы и обузил бы панду. Но так как у него много хп, я более чем уверен, что на этой панде он может спокойно себя сейчас обузить. Более чем уверен. Сейчас чувак там просто будет в стройкой кунг-фу панды. Мне будет очень тяжело играть против них. Очень тяжело. Просто к гадалке не ходи, но будет очень-очень тяжело. Ну ладно, от этого будет только интереснее. Молот грома не нужен. Лучше бы молот грома оставил, чем вот эта хрень, которая мне пришла. Тут есть, в принципе, хан. Можно будет сыграть через фулл горный богов. Будет неплохо.
36 хп имею, 36 монет имею, 70 хп, 4 банки. На самом деле по обузу хп у меня как-то, ну, грустненько. Можно было бы получше. Мне бы на самом деле эту панду шамана ранее было бы вообще четко. Так, ну тут понятно, тут ничего не сделаю. Тут слишком оверсильная сборочка. Кунг-фу. Эх, как я обожаю, ребят, на кунг-фу. Ни грамма не удивлен, что против меня кунг-фу. Вот ни грамма. Можно было бы вообще орков плюс богов сделать. Но так как там будут как бы кунг-фу, в этом нет никакого смысла. Тем более еще есть гритер, который хрона будет накидывать. Ну такое, короче. Минусов здесь намного больше, чем плюсов. Так, 9 магов сейчас уже будут. Вот со старта, отлично. Это я заметил. Тун-тун-тун. У меня 12 раунд, 43 монеты. На самом деле, когда играете на лутстрике, лучше всего сделать 50 монет как можно быстрее. Вот как можно быстрее. Так, понятно. Откисаем. За хрону порвали лицо. Не, но у него сильно, там гритер хорош. Очень хорошо все у него. Зверя не хочу, если честно. Не хочется как-то на зверях. Может автохекс поставить от орков. Хотя, наверное, лучше в двоечку оставить тусика. У меня есть такое впечатление, что лучше в двоечку тусика оставить. Надо по бырику апаться. По бырику. Мне нужен как минимум 8. О, кунг-фу панда в двоечку уже есть. Он еще выставил синерию фуловый кунг-фу. Короче, здесь победа будет на кунг-фу 100%. И гритер будет воевать. То есть они вдвоем будут воевать. У меня все плохо. У меня очень все плохо. Самый прикол, то что здесь рыцари еще есть. 4 рыцаря. Это забавно на самом деле. Чувак на рыцарях играет. Кто не помнит, то в этом патче рыцари, они, ну, мертвее некуда. Только разве что если он перестроится в кого-либо другого. Так, шаман. Не, ну я когда буду играть на фуловых шамана, то у меня будет одна такая огромная проблема. Это то, в кого они перевоплотятся у меня, чувачки. Вот только это огромная проблема будет. Как бы другой проблемы у меня быть не должно. Сейчас, короче, будем смотреть. Вроде бы как-то, знаете, неплохо со старта пошло, но не менее все так плохо. Аж грустно. Может паролить. Но мне на самом деле просто 8 уровень нужен, мне не надо ролить сейчас. Если сейчас буду ролить, то у меня будут проблемы куда посерьезнее. Наверное, как-то так сделаю расстановку, может так получше будет. Потому что у меня что-то есть впечатление, что я сейчас так по чердаку получу. Я, может, даже сейчас проиграю. Я, может, орков поставить. Наверное, орков поставлю. Может, фул эльфов поставить. Ну, против... Не, ну эльфов, как бы, у меня... Я не могу поставить эльфа, потому что против меня... Есть 9 магов, есть горн, шаманы. Короче, проблем создадут хороших. Эльфов не могу выставить через волшебников. Мне, по крайней мере, даже волшебники на самом деле нормально не идут. Мне всего лишь 2 волшебника за всю игру пришло. Так, ну мобов я хотя бы задефал. Отлично. Один плюсик есть, мобов задефал.
меня опасность будет играть, это против Гриттера и против Кунг-фу. Но мне на самом деле так хорошо идет другие персонажи. Прям аж, ну, диву даешься, если честно, насколько хорошо оно идет все. Я, наверное, поставлю вот этого тролля, а не орков. Так скорость атаки будет немножко выше. О, волшебное зеркало. Это хорошо. Из инкама, наверное, чуть-чуть выйду все-таки. Вот так сделаю. Чуть-чуть меньше монет у меня будет, но зато у меня хотя бы 8 уровень будет. Я сейчас начну ролить потихонечку. Под богами у меня чуть-чуть меньше КД. Просто 3-го уровня Тинкер перевоплотился. Спасибо. Когда играешь против таких шаманов и думаешь, боже, хотя бы не на все лицо пусть прилетит. Вот бы всегда так приходило. Блин, кого поставить? Как поставить? Наверное, так поставлю. Так, я возьму 9 банок сейчас юзню. У меня 26 хп было, а сейчас у меня 69 хп. Ого. А я нормально такое количество хп восстановил, если что. Очень много хп восстановил. Может уже поменять этого зверя, поставить кого-то другого. Но я сейчас буду просто ролить на 8 уровне. Может не повезет и мне придет шаман пятерочка. Хотя 1% шанс, поэтому скорее всего мне губозакаточная машина придет, а не шаман пятерочка. Мне главное сейчас просто поменьше получать. Вот максимально минимально получать. На самом деле идея сыграть на орках плюс богах, она довольно неплохая. Я бы сказал, даже интересная. Вот этот орк, если его в тройку собрать, он будет очень много урона наносить. А, я еще и выиграл раунд. Обалдеть. Вот этого я не ожидал. Что-что, но этого я точно не ожидал. Алхимик пришел. Может, алхимика попробовать заобузить. Но алхимик приходит. Да нет, ну, алхимик уже все, гуляет лесом. Идите. Так. И вот. Вот так. Хотя... Подожди, что... О, дурак я. Я расстановку немножко протыкал. Прям чуточку. Сейчас, короче, буду перестановку делать, потому что я немножко провтыкал в тот момент. Кунг-фу это понятно. Кунг-фу есть кунг-фу. Мне бы апгрейд какой-то. Было бы неплохо. Коту. Так, сюда. Это так. И вот так. Ну, в принципе, это все, что я могу сделать сейчас. Сильнее не могу сделать свою сборку вообще никак. Так, тогда 5 шаманов, а так. Так я на лустрике мог еще играть. Ну ладно. Сейчас, короче, нужно немножко уровня поднять будет. Шамана главное, чтобы у тебя была ЦМ-ка с вот этим вот предметом. Вот самое главное. Потому что он будет восстанавливать ману, а когда у тебя будет 6 шаманов, то он будет перевоплощаться постоянно. Все отлично. Вига. Он еще пытается обузить панду. Хорошо. На самом деле поднять бы, наверное, их. Я не могу сейчас, наверное, выставить, да, жрецов. Только на 9 я смогу выставить жрецов, потому что тут у меня есть волшебники. Если бы сейчас панда ранее пришла, то было бы вообще все четко. Кстати, об этом. Вот этого поставлю сейчас. Мне волшебники-то не нужны. Объективно они мне не нужны. Мне надо, чтобы у меня были эти чувачки. И все. Короче, опасность против меня Гриттер и фуловый кунг-фу. Вот две опасности. Маги как-то, ну, я не особо сейчас... О, чувак уже в 6. А вот и шаман фуловый. Вот это вот тоже огромная опасность для меня, потому что там фуловый шаман, и он мне будет просто лицо отрывать.
Ну, конечно, зависит от того, кто ему придет. В зависимости от того, кто мне придет. Но я более чем уверен, что он мне оторвет лицо быстрее. Намного. Чем, допустим, я ему. Чувак от мобов подкис. Так, смотрите, по поводу... Так, маги там есть, окей. Против магов не надо поставить все-таки одну вещь. Только мне надо понять, в кого ее как-то забуститься, чтобы... Можно на лустрике еще поиграть. Вот так. У меня сейчас, кстати, у ЦМки огромное магическое сопротивление. Там будет чуть ли не около 70%. Конечно, то, что я немножко из инкама вышел, это хорошо, но и плохо одновременно. На самом деле, если сейчас панда-шаман приходит, я выставляю фуловых шаманов и играю просто в кайф. Так, вот так сделаем. И так сделаем. 57 хп, у меня еще немножко гритеров есть. Тут непонятно, что происходит, что он собирает. Опасен. Короче, опасен для меня это фуловый гритер. Очень опасен фуловый гритер. Остальные это такое, знаете, 50 на 50. Я бы не сказал, что они опасные. Ну вот, как бы 6 шаманов пришло. Вот у него, против него опасность огромная у меня будет. Вот просто в перепрыжку чувак взял и заэвейдил мою способность. Отлично. Пережил его чисто этим лондруидом. Так, кунг-фу. Ну, класс. Класс. Кунг-фу это круто. Но оно мне не надо. Это, конечно, круто, но оно мне реально не надо. И что мне делать? Ну, панду, наверное, менять только одну. Я просто хочу еще немножко на лустрике побыть, так как у меня все равно ну, неко капаться. Я просто очень сильно надеюсь, что мне сейчас придет все-таки шаман-панда. Либо же уже не шаман-панда, а какой-то другой шаман. Я, наверное, панду все-таки оставлю кунг-фу. Почему нет? Так, ну вот против меня сейчас рыцари. Они меня сейчас заберут, скорее всего, так как у меня мало урона. У меня еще шаманы не перевоплощаются, и у меня плюс плохие шаманы попались. Поэтому, скорее всего, да, они меня заберут. Да, они меня забирают. Но это минус. Минус. Минус 10. Непонятно по каким причинам, но минус 10. Просто на лицо. Вау. Ладно, я реально ничего не могу сейчас сделать нормального, поэтому так сделаю. 4 бога, хоть пусть будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот это уже серьезно. И провидец пришел. Вот это серьезно мне сейчас пришло. Вот это сейчас абуз хороший. Еще хп сейчас поднял себе чуть-чуть. 2 банки заюзал. Минус 23. Шик. Так, теперь надо, подождите, надо подумать, как правильно расстановочку сделать все. У меня сейчас здесь фуловые боги могут нарисоваться, если возьму уровень. Но на самом деле мне еще нужен не только бог фуловый. Хотя на самом деле можно этого бога реально заобузить хорошо. Вот прям хорошо заобузить. Пулгорн и 6 шаманов. Вот это вот проблема, конечно. Проблема, потому что у меня нет никакого апгрейда сильного. Но фулл боги, они же не будут работать на моих шаманах, правильно? Правильно. Зачем мне тогда фулловый бог? Вот просто 9 магов против 6 шаманов, что могут. Ничего. Не знаю, может уровень взять. Мне бы просто как-то денег поэкономить чуть-чуть. Не, наверное, фулловые боги мне все-таки нет смысла брать. Хотя если Хана в тройку собрать, он может быть отличным танком. Плюс станы давать.
Хорошо, что еще пока Гриттер против меня не попался ни разу. Если Гриттер сейчас попадется, то он мне реально разорвет чердак. Я ничего против него сделать не смогу. Никакое безоружие и ничего другого мне не поможет. Сейчас, короче, буду думать. Ну вот просто 50 магического сопротивления. Так, подожди, я сейчас не понял. А, нет, все работает. Мне только что на мгновение показалось, что когда шаманы перевоплотились, на них шар бездны не работал. Просто на мгновение показалось. 2 провидца пришло. Так, мана плюс 300, здоровье плюс 50. Я возьму волшебное зеркало, потому что я буду огромным танком. Ну, 2 провидца мне пришло, это, конечно, круто. Можно было реально фул богов поставить. Ну а против кого? Рыцаря? Посмотрите, сколько шаманов. Тут и тут. Не, ладно, провидец это, конечно, хорошо, но он мне не особо нравится. Не особо он мне зайдет. Не особо. Если что, я выставляю шаманов по ценности. Мне кажется, так намного лучше, сильнее будет. Я на самом деле, может, Горн поставить. Так, это кто? Это кунг-фу против меня. Вот я не люблю, когда в ТБ перевоплощаются шаманы. Это очень большая руина, если перевоплощается против меня в ТБ, чувак. Это сильнейшая руина, я бы так сказал. А, ну все, это кунг-фу, понятно. С Радиком он забейте просто. Это невозможно законтрить. Невозможно уничтожить, ничего с ним сделать невозможно. То, о чем я говорил. Не имба ни разу. Одна панда может разрушить весь твой ствол. Баланс. Баланс в студии. Ну не знаю, я, наверное, думаю, что нет смысла Хана как-то обузить прям очень сильно. Как танка его можно оставить. Ну лучше, наверное, магов поставить. Там хотя бы меньше сопротивления магического будет. Либо же реально фуловый горн выставить. Хотя без маны ЦМ-ки будет очень тяжело. Яйцо я оставлю на этого шамана, потому что мало ли мне сейчас в тройку придет какой-то хороший шаман. Мне бы всякую хрень, если что, скипнуть бы. Только я просто не знаю даже, что скипнуть хорошего такого. Хекс. Ну, давай Хекс. Хотя, на самом деле, наверное, отражение лучше было. В моем понимании. Блин, 2 хрона накинул. Надо расстановку поменять, скорее всего. Просто за 2 хрона я кучу времени потерял. Я хоть его и вынес, но я кучу времени потерял. Огромную кучу. Мне сейчас еще уровень бы взять. Может, магов поставить каких-то. На 10 уровне у меня просто будет шансов больше выставить. Лучше синергию. Я, конечно, не понимаю, зачем тут фуловые орки в шаманах, но чисто, наверное, как стенка тут. Может быть. Либо реально флоу богов поставить, и пусть это танчит хоть как-то. Тут же Зевса нету, Зевса нету. Наверное, лишь... Не, ну... Ну ладно, Хекс есть, допустим. Хекс, он реально может помочь очень хорошо. Как бы его скипать нет смысла от слова совсем. Фуловое кунг-фу, это, ну, нереально будет лицо разрывать. Это 100%, гадалки не ходи. Будет разрывать лицо. От хроны бы как-то защититься, надо подумать. Вот, кстати, у меня немножко горна есть, кстати. Может реально понадобится 4 горна. Ну вот, то, о чем я говорил, что когда перевоплощается ТБ, он может не того, кого надо, свапнуть и все, и делай, что хочешь там. Так, окей. Отлично. Вот рыцарь.
Я чуть не подавился. Чувак через Омник играет. Ну а толку? Ставлю лондруида, может. Боги не работают на шаманов. Вот этот огромный минус. Вот просто в этом огромный минус, что они не работают на шаманов. Возможно, мне придется придумать что-то другое. Лондруид. Фу-фу-фу. Ладно, пока на самом деле не знаю, как лучше. Так, ну вот шаман против меня. Сейчас, если нам шаманы как бы попадутся не те, которые надо, мне, кстати, надо расстановку поменять. У меня чуваки на месте из-за него, из-за этой расстановки стоят. Вот. Когда ты играешь шамана против шаманов, то тут уже выигрывает тот, кому лучше шаманы попадутся. Это вообще на самом деле такой вот рофл небольшой. Выиграет тот, у кого лучше шаманы. Вот если, допустим, я сейчас ТБ появился, то я бы, ну, откисал ничего делать. Так, одного шамана я выкинул. Ок, окей. Окей, так, не знаю, как-то так может расстановка. Вот это кольцо вообще надо его скипнуть, свапнуть. И все. Мне бы такой же прадик найти какой-то. Вот игра на шаманах, это, наверное, та игра, в которой вот реально рулетка выигрывает. Не скилл, а рулетка. Кому как повезет. Расстановку я хочу поменять, потому что у меня чуваки АФК на месте стоят. А это неправильно. О, мана плюс 40, кстати. Это, к сожалению, неправильно. Потому что, допустим, мне сейчас распланируется, тут толпа народа, они потом перепрыгнуть друг друга не могут. Мне бы ЦМ-ку в тройку. Конечно, это слишком многого хочу. И что из этого я хочу больше? Наверное, магическую цепочку, точнее, судебный жезл. Там есть кунг-фу, которая просто на одном месте все равно вертела меня, но все же. Либо цепочка, либо же... Ну ладно, я цепочку возьму. Цепочка намного ярче будет все-таки. Все-таки немного ярче будет. Не немного, а намного. Намного. Так, апгрейд есть. Не знаю, инкам можно потратить. 50 монет у меня. Есть... Ладно, так сделаю пока. Мне на самом деле просто апнуть одного шамана хотя бы. Вот этого. Сейчас как-то так расстановку еще сделаю. У меня есть котел. Я просто не совсем уверен, что мне нужен лондруид. Пулгорн, он еще реально может помочь. А вот... 4 бога точно не нужно. Вообще можно еще и магов будет поставить. Ну вот, сейчас хрона инкастовая была. Так, вот мне сейчас, скорее всего, не повезло немножко, и он мне вытащит, вынесет. Против гритеров долго вообще нельзя играть. Нужно как можно быстрее забирать его. Но я тут проиграл. У меня шаманы умерли. Не повезло чуть-чуть. Надо было, наверное, оставить все-таки. Наверное, лучше магов поставить. Что-то у меня такое впечатление, что лучше, наверное, магов поставить. Как раз Лич пришел. Магов. Тогда Лича. Эти шмотки в тебя, но этот шмотку тебе и эту шмотку тебе вот так. Вот так вот шмоточку. Сейчас попробуем. Что так даст?
Вот сейчас, скорее всего, не повезло немножко. Хотя Хрона на все лицо, АОЕ стан. Лич закастил немножко. Ну тут Джаггер огромный, просто 4200 хп. Я его, конечно, вынесу, скорее всего. Да, ему минус армор накинули, минус 27, я его, скорее всего, вынесу. Бессмертие. Это плохо. Просто подхилился только. О, да, вынес. Ага. Ну вот то, что я говорил, что тут очень сильно влияет то, какие шаманы мне выпадут. Вот мне сейчас не совсем повезло, и мне шаманы не очень выпали. И все. И делай, что хочешь. Пришел. Жаль. Так, котл сюда. И котла, наверное, как-то так поставлю. Чтобы закастил. Лич, конечно, хорошо. Не знаю, но город, как по мне, ошибка сейчас немного. Даже не немного, а ошибка. Так, вот, давай скипну. У меня куча лишних предметов, и я не могу их никуда деть. Вот в чем еще минус. Чего котл сразу не кастует? В чем причина? В чем проблема? Колечко на. Но это несерьезно немножко. Нормально? Нормально? Ну, норм? Меня панда убивает предметами. Это не норм. Это полный бред. И самое забавное, что на него гор не работает. Это еще один забавный момент. Спасибо за улучшение, очень вовремя. Но я более чем уверен, что Фулгорн мне не поможет. Можно ради теста просто поставить его сейчас. Вот просто ради теста, ради прикола. Да. О. Это вот жестко. Не повезло мне немножко на шаманов чуть-чуть. Хотя, может, и повезло, не знаю. Не, по-моему, повезло. Чуть-чуть прям. Хорошо, повезло. Так, Риттера я выкинул. Шикарно. Ладно, я ничего не теряю в любом случае. Так, еще одно яйцо. Я не знаю, как его контрить. Вот серьезно. У меня даже идеи нету, как его контрить. Слишком жирный, слишком жесткий какой-то. И что делать против него? Вот шаман, как бы, у них ничья, что ли, или что? Вигал каста. А, не, он его вынес в любом случае. А Вига меня вынес немного, да? Да. Фулгорн. Поможет ли он? Я более чем уверен, что, скорее всего, не поможет. Фуловый Горн довольно-таки слабо будет. И кто его знает, как оно сейчас будет? Тут уже как повезет. У меня как бы магический деф есть. Но этого, как по мне, недостаточно в любом случае. Тут еще Хрона не очень приятно прыгает на лицо. Отличная Хрона. Ну, кунг-фу есть кунг-фу. Я его никак не задефаю кунг-фу. Никак.
У меня нет на это даже ни сил, ни способностей, ничего. Я сейчас, конечно, попробую вот один разочек. Магическая цепочка. Может, две? Пусть две будет. Вот на ЦМ-ку накину. Ее так броню ей накину. Да тебе... Хотя ты сейчас прыгнешь, там сам задебафаешь. Хотя на самом деле вот эта броня, она бесполезная. И вот эта броня. Сейчас посмотрим, может. Хекс еще один. Два хекса, я не знаю. По-моему, два хекса, но не работает как надо. Сейчас, конечно, попробую. Но, по-моему, два хекса не работает как надо. Там уже все лицо в хексу. Сейчас один раунд. Либо я выиграю, либо я проигрываю. То есть, если против меня алкаста, то я, может быть, еще его выиграю. А, ну понятно, все. Тут без шансов. Даже вот чувак на хроне стоит и вообще без толку. Ну и что делать против него? 9000 хп панда, и все. И хоть ты увались, он просто тебя радиком убивает и всем остальным. Ну вот это вот баланс. Ни одна синергия такого сделать не может. Ни одна фигура такого сделать не может. И что против него делать? Вот серьезно, что против него делать? Тут только принимать свое поражение, потому что реально нечего делать. Вот просто нечего. В тупую нечего. Бредятина. Кераса. Да у срачки-то кераса. Это самое обидное, то что ты реально никак не можешь задефаться. Никак. Вот ни в какую, вот все. Он сейчас будет летать по лицу и все, ну. Бред полнейший будет. Хекс на него не сработал какого-то обалденного. Ну дай даже попаду по тебе, алё. Смотри, что у тебя там. У него есть свой хекс, но тем не менее мой хекс почему-то по нему сразу не сработал, хотя он один. Ладно, баланс есть баланс. Что говорить об этом? Не имба. Т3, вот этот чувак, он мне не поможет уж 100%. Я даже не знаю, что мне поможет. У меня фуловый горн стоит, чтобы вы понимали, который дает и урон магический, и стан, и обезоружь, и все что угодно. Но все это до одного места, потому что что? Потому что есть вот это чудо. Чудо-юдо. Рыба-кит. Бред. Не, ну может у меня сейчас там, не знаю, какие-то лютые персонажи. Ну вот просто посмотрите, сколько троек он выносит. И разработчики отвечают, что это балансно. Что это нормально. Что вот это нормально. Сколько раз я писал в техническую поддержку об этой теме, мне отвечали, все в порядке. Не знаю, есть у меня, конечно, еще один вариант. Не, но это невозможно задефать против, ну, шаманами. Конкретно шаманами я более чем уверен, что это невозможно задефать. Так, гуляй. Ну приди ты один. В чем твоя проблема? Есть цветка, кстати. Давай цветку сейчас поставим вот так. Отдадим ей сейчас хекс. Отдадим благодать, керасу, цепочку. Ну и все. Сейчас цвет расплодим. Вот. Цветы со шмотками сейчас попались, а поэтому... Ну не попались, а они сейчас со шмотками. Может мне сейчас реально повезет, я как-то цветку запустю в тире персонажа, хотя это очень смутно. Ну просто он мне радиком убивает отражением, и все. Классная игра. Да. Вот как иногда трудно записывать контент, когда против тебя вот такого вот чудовища играет. Блин, ну мне надо даже... Ну, мне нужен один шаман. Один.
Не знаю, я сейчас попробую реально закирить ее. Просто попробую. Мне, в принципе, магические шмотки особо тут не нужны. Я ничего с ними сделать не могу. С этими магическими шмотками. Вот так вот сидишь, придумаешь любую вариацию. А ничего придумать не могу. Ну и на том моменте, которым оборвалось видео, у меня выключили свет. Я был просто, ну, в шоке, потому что, знаете, запись немножко оборвалась. Этот раунд дошел до конца с мобами, я его как бы пережил. Мне выпало яйцо, чтобы я сделал 3-го уровня шаманку. И это на самом деле, ну, просто... Я был в шоке. Вот честно, я был в таком шоке, что сам шок в шоке. У меня было бы 3-го уровня эмпреска просто... Даже если бы я не выиграл эту игру, но она 3-го уровня у меня была бы. Как-то так. Ну ладно, в принципе, игра получилась более-менее неплохой, но я чуть-чуть, ну, расстроен. Я мог бы получить ачивку, чтобы 3-звездочная импреска была в обычной игре. Где такое видно, а? Как-то так. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, комментарии, а также подписываться на мои каналы. Ссылки находятся в описании. Всем удачи.